Всем привет! Рада приветствовать вас на своем канале, и сегодня я хочу поговорить о распространенной проблеме всех кружевниц, которые сталкиваются в плетении. В любом случае у вас такое было. Это ошибки. Ошибки у нас бывают как, например, в дугах, их расплести намного проще. Также ошибки у нас очень часто встречаются и в кольцах. Это у нас второй основной элемент фриволите. И вот посмотрите, я сейчас на данный момент сделала ошибку, мне нужно как-то это исправлять. И вот как раз таки сегодня я хотела показать, как я это обычно делаю. Давайте вас немножко приближу. Вот посмотрите, у меня неправильно сплетено кольцо. Мне нужно было сплести колечко 15 пико 15. Я вместо этого сплела 11 пико 11 по своей невнимательности. Теоретически можно, конечно, взять, отрезать работу и продолжить уже заново без ошибок, но мне этого делать не хочется, да и зачем, когда исправить, в принципе, здесь все очень легко. Для начала мы колечко начинаем немножко растягивать. Вот посмотрите, я просто его тяну. Растягиваю, чтобы оно у меня стало чуть больше. Если ваша нить гладкая, если она хорошо скручена, то вам это не составит никакого труда. У меня, кстати, чтобы вы понимали, сейчас капрон. Вот посмотрите, вот такой вот у меня капрон. И вот сейчас я немножко растянула колечко. Далее что нам нужно сделать? Я потяну максимально, насколько у меня позволяет это, естественно, мое кольцо. И теперь я беру тонкий крючок. Если ваш крючок недостаточно тонкий, такое тоже бывает, то мы можем просто взять иголку и аккуратно начать расплетать первое кольцо. Вот смотрите, вот у меня вышла ниточка вот здесь. Я чуть-чуть поправляю, чтобы у меня узелок не был сильно затянут, и с обратной стороны просто продеваю в основание нашего узелка, вот здесь. Говорю немножко обрывисто, потому что при этом еще пытаюсь продеть, и, естественно, я делаю это на камеру, это не особо удобно. Вот смотрите, нам нужно, самое главное, пройтись сквозь вот это вот основание первого узелка. Мы его вначале немножко двигаем, шевелим, чтобы оно у нас растянулось. Так, вот я уже прошлась, вот посмотрите. Теперь я начинаю немножко вытягивать по чуть-чуть прям ниточку. Но при этом, смотрите, у нас же узлы идут перевернутыми, мне нужно вытянуть вот эту часть. То есть вот, пожалуйста, нить у меня уже потянулась. Далее я просто аккуратно начинаю дальше растягивать кольцо. При этом я аккуратно зажимаю растянутый узелок, точнее половину узла руками. И теперь стараюсь вытянуть, вот видите, у меня уже петелька образовалась, вытянуть наше кольцо в обратную сторону. Но делаю это не до конца, потому что если я это сделаю до конца, вот сильно, вот я сейчас потянула, у меня вот здесь вторая половина узелка начинает сразу же стягиваться. Вот видите, она у меня переворачивается и стягивается. Если у вас такое произошло, это не страшно. Нужно просто здесь немножко ослабить узелок и снова его тоже растянуть. Но это уже получается мы первую половину узелка последнего растягиваем. То есть сначала я обратный узел растянула, теперь прямой растягиваю. Вот видите, у меня полностью растянут узелок стал. Я снова растягиваю на максимальную длину свое колечко. И теперь, зажимая последний узел, чтобы он не запутался, я вытягиваю нить. Далее я снова растягиваю, зажимая первую часть, зажимаю вторую и вытягиваю нить. Ну, вы знаете, с первого раза, возможно, у вас не так быстро все это получится. Потому что вот у меня раз, и все. По сути, у меня уже колечко. По сути, у меня уже почти растянута работа до конца. Я вот единственное здесь, видите, пока что разговариваю, упустила вот этот момент, где у меня затянулся узелок. Я его опять аккуратно буду растягивать. Вот, я его растянула снова.
ослабила. У меня здесь вот такой вот, видите, идет петелька небольшая. И все. И теперь аккуратно, аккуратно снова вытягиваю. Снова раз, снова два. Теперь смотрите, когда у нас более-менее есть длина, вот здесь вот образовалась, комфортно для того, чтобы просто взять и растянуть кольцо, мы уже откладываем наш крючок или иголку, или вообще любое другое приспособление, которым вы помогали растянуть последний узел, и просто тяну нить, потому что уже мы можем растянуть комфортную длину. Вот, пожалуйста. Надеваю потом на руку петельку, и все. То есть я могу дальше плести кольцо или же его расплетать. И вот таким вот нехитрым способом можно расплетать и исправлять свои ошибки в работе. Конечно же, если вы начали плести и сделали ошибку в первом колечке, то, наверное, лучше сэкономить свое время и просто сразу же отрезать неправильное кольцо с ошибкой и продолжить плетение уже правильно. Даже обычное затянутое хорошо кольцо можно расплести. Будете вы пользоваться данным методом или нет, это уже, конечно, на ваше усмотрение, но я считаю, что в фриволите тоже можно исправлять ошибки и распускать работы, как и в любых других плетениях. Возможно, это нам дается более сложным способом, но все равно это сделать возможно. Я хочу сказать всем большое спасибо за сегодняшний просмотр. Не забывайте ставить мне лайки, а также подписывайтесь на мой канал. Я уже не буду здесь показывать, как я буду плести работу дальше. А на сегодня я прощаюсь с вами. Всем до новых встреч. Пока-пока.